Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. И сегодня мы продолжим тему с разбором дефектов хлеба. Спасибо всем тем, кто прислал свои вопросы и комментарии под первым выпуском. Очень много интересной информации я получила. Я обязательно объединю все эти вопросы по темам, и мы с вами их тоже разберем в следующих выпусках. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал, обязательно поставьте лайк этому видео, чтобы и другие пекари тоже их увидели и тоже разобрались в своих каких-то сложностях и проблемах с выпечкой. Сегодня мы продолжим рассматривать пшеничный хлеб, проблемы с брожением, но на втором этапе. Следующий этап – это расстойка. Какие дефекты мы можем получить, если у нас недостаточно расстоялось тесто? Во-первых, давайте разберемся, что же такое расстойка. После того, как мы тесто поделили, сформовали, разложили по формам, либо по расстоечным корзинам, начинается окончательный подъем теста. Еще его называют расстойкой теста. На расстойке тесто растет достаточно быстро, бурно. Почему это происходит? Тесто, кстати, растет гораздо быстрее, чем на брожении. Скорость подъема вот на этом этапе, она примерно в 2-3 раза выше, чем на брожении теста. Почему так происходит? Конечно, потому что колония микроорганизмов в нашем тесте уже очень сильно размножилась. Размножаются они в геометрической прогрессии. Чем дальше, тем быстрее. Естественно, их становится больше, больше, больше. Они размножаются быстрее, больше дают газа, больше разрыхляют тесто. Поэтому тесто, естественно, ферментируется быстрее на этом этапе. Это важно понимать, чтобы не допустить перерастойку и опадание теста. Ориентируйтесь на время где-то в 2-3 раза быстрее, чем само брожение. Это если при сохранении комнатной температуры. Иногда мы ставим в холодильник, чтобы продлить этот процесс и еще больше, еще лучше разрыхлить наше тесто. Но сегодня не об этом, сегодня о дефектах. Итак, если вы недостаточно расстояли хлеб, что происходит? Во-первых, вы можете получить разрывы корки. Если где-то на формовке вы допустили повреждение теста, либо неровно сделали формовку, именно в этом месте тесто и порвется. Как только вы посадили его в духовку, оно начинает очень бурно расти, и в итоге поверхность у него лопается. Вы получаете трещины на поверхности. Опять же, недорастойное тесто очень сильно увеличивается при выпечке. У него получаются такие круглые бока, и даже донышко у него скругляется и поднимается вверх. Это признаки недорастойки. Если посмотреть на разрезе, то видно, что газ при выпечке сильно устремлялся вверх. У него будут такие вытянутые вверх поры, такие вытянутые. Один нюанс. Не всегда такие признаки являются дефектом. Есть отдельные рецепты, где мы специально допускаем недорастойку, чтобы получить увеличенный объем хлеба, чтобы получить вот эти вот большие такие поры и раскрытие большое, чтобы поднялся гребень, чтобы получить раскрытие. Но это в том случае, если мы понимаем, что мы именно этого и хотим. Тогда мы чуть короче делаем расстойку и получаем все эти эффекты. Если же мы хотим нежный, с нежной корочкой хлеб, с красивыми равномерными порами, весь ажурный и разрыхленный, тогда нам нужно давать полную расстойку хлеба. Проверяется это очень легко. Я думаю, что все вы знаете. Достаточно немножечко примять пальцем поверхность теста после расстойки. Если вы видите, что у вас буквально сразу отскакивает эта вмятинка, сразу расправляется, значит тесто еще недостаточно расстоялось, еще очень высокая у него энергия на подъем. Если вы видите, что эта вмятинка расправляется, но очень-очень медленно она заполняется, либо она чуть-чуть остается, значит самое время печь. Если вы сделали вмятинку пальцем и она осталась там, к сожалению, уже пошел перерастой, и подъема при выпечке ждать не стоит. Скорее всего, ваш хлеб останется низким и, возможно, будет кисловатым, возможно, уже пошел переброд теста. Снова попрошу вас оставлять свои комментарии и вопросы под этим видео, чтобы мы дальше тоже продолжили эту серию, чтобы она стала для вас полезной в понимании того, как получить классный, вкусный и качественный домашний хлеб. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, пускай домашних пекарей становится больше. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще очень много всего интересного.